Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня мы рассмотрим несколько примеров на тему натуральные и целые числа. Пример первый. Вычислить значение следующего выражения. (18 минус 6, деленное на 2, плюс 3 умноженное на 4. Если обратить внимание, на данном выражении участвует 4 арифметические операции. Это вычитание, деление, сложение и умножение. Среди этих 4 операций самым высшим приоритетом обладает деление, то есть оно должно выполняться в первую очередь. Потом выполняется умножение, потом сложение и в последнюю очередь выполняется вычитание. Таким образом мы будем решать данную задачу шаг за шагом, то есть step by step. Итак, давайте рассмотрим решение данной задачи. Как правило, я сперва по привычке обозначаю данное выражение буквой I, дабы в некоторых местах я прерываюсь, а потом опять-таки возвращаюсь. Вот. Значит, 18 минус 6 деленное на 2 плюс 3 умноженное на 4. Итак, шаг первый. Мы выполняем операцию деления. 6 деленное на 2 равняется 3. Шаг номер 2 это умножение, как мы сейчас говорили. То есть 3 умноженное на 4. В результате чего выполнение этих двух операций данное выражение, которое мы обозначили буквой I, превращается в следующее. 18 минус 3 плюс 12. Теперь из 4 операций остались 2, то есть вычитание и сложение. Как я уже говорил, мы сперва выполняем сложение и потом выполняем вычитание. Для этого мы преобразовываем данное выражение в более удобную для нас форму. А теперь действие номер 3, то есть сложение. 18 плюс 12 равняется 30. И последнее это вычитание, естественно. Четвертое действие 30 минус 3 равняется 27. Итак, мы решили данную поставленную задачу, используя 4 шага. Каждый из шагов именно соответствует порядку действий. Еще раз напоминаю, когда идут 4 арифметические операции, самым высоким приоритетом обладает деление, потом умножение, потом сложение и в последнюю очередь вычитание. Ответ — 27. Уважаемые друзья, в предыдущем примере мы рассмотрели приоритеты арифметических операций. Идет по порядку, вы это уже знаете: деление, умножение, сложение и вычитание. Вот теперь к этим 4 арифметическим операциям добавится еще одно, это возведение в степень. Давайте это рассмотрим на следующем примере. Пример 2. Необходимо вычислить значение следующего выражения. Четыре во второй степени или 4 в квадрате, деленное на 2, плюс 3 умноженное на 4, минус 5. Теперь к 4 операциям, то есть делению, умножению, сложению, вычитанию, еще добавляется операция возведения в степень.
Теперь приоритеты чуть-чуть изменятся. То есть более высшим приоритетом среди этих 5 операций обладает возведение в степень. То есть она должна выполняться в первую очередь. Итак, решение. По традиции мы обозначим данное выражение через мою любимую букву I. 4 в квадрате, деленное на 2, плюс 3 умноженное на 4, минус 5. Шаг номер 1. Вычисляем 4 во второй степени, или 4 в квадрате. Это означает, что 4, весе двойка оказывается, что 4 у нас 2 штуки, только нужно умножить. Получается 16. После выполнения первой операции данное выражение принимает следующий вид. 16 деленное на 2 плюс 3 умноженное на 4 минус 5. Если обратить внимание, данное выражение очень похоже на выражение, которое уже мы рассмотрели в примере 1. То есть деление, умножение, сложение и вычитание. Мы можем это, конечно же, шаг за шагом сделать, либо же более кратко. 16 делим на 2, это получается 8. 3 умножаем на 4, получается 12. Далее сложение. 8 плюс 12 получается 20. Вычитаем отсюда 5 и получается 15. Итак, ответ 15. Уважаемые друзья, мы уже с вами рассмотрели 2 примера. И в этих 2 примерах мы уже увидели, что самым высоким приоритетом обладает операция возведения в степень. Далее следует по порядку деление, умножение, сложение и вычитание. Теперь еще рассмотрим один пример, где добавляется к этим операциям еще одна очень важная операция. Это операция скобки. Пример 3. Необходимо вычислить значение следующего выражения. Скобка 2 умноженное на 6 плюс 8 умноженное на 2 минус 2. В данном выражении теперь вот появляется следующая операция, это операция скобки. Операция скобки, она обладает еще более высоким приоритетом, чем другие операции, которые мы уже рассмотрели. То есть она стоит даже выше, чем возведение в степень. Поэтому она должна выполняться в первую очередь. То есть все, что находится внутри скобок, они все должны выполняться в первую очередь. Итак, решение. Ну, по традиции, я опять-таки это обозначаю моей любимой буквой I. То есть 2 умноженное на 6 плюс 8 умноженное на 2 минус 2. Первый шаг. Я выполняю сперва все то, что находится внутри скобок. Значит, 2 умноженное на 6 плюс 8. Но здесь вы видите, что имеют место 2 оператора. Оператор умножения и сложения. Более высоким приоритетом обладает умножение. Поэтому мы выполняем сперва умножение. 2 × 6 это у нас будет 12. Плюс 8. Далее это будет 20. После этого данное выражение I приобретает следующую форму. Значит, получается у нас 20 умноженное на 2 и минус 2. Ну, очевидно, что здесь из 2 операторов оператор умножения имеет более высокий приоритет. Поэтому 20 умножаем на 2, это получается 40. Минус 2 и получается 38. Итак, ответ. Значение данного выражения 38.
8. Я еще раз хотел бы повториться, что среди имеющихся операторов арифметических самым высоким приоритетом из рассмотренных являются скобки. Уважаемые друзья, мы уже с вами рассмотрели 3 прекрасных примера, в которых именно мы сделали выводы, что среди всех имеющихся на данный момент арифметических операций, рассмотренных, самым высоким приоритетом обладает скобки, потом идет возведение в степень, далее деление, умножение, сложение и в самом конце вычитание. Вот теперь, конечно, это, если придерживаться правил этих, это очень важно, но иногда, придерживаясь правил, мы теряем очень много времени. Лучше всего использовать уже имеющиеся готовые факты, выраженные в виде формул или теорем, которые нам облегчают процесс вычисления. Вот на этот случай сейчас рассмотрим еще один пример. Вычислить значение следующего выражения. Двадцать один умноженное на 18 минус 19 умноженное на 18 плюс 18 умноженное на 17 минус 17 умноженное на 16 плюс 16 умноженное на 15 и 15 умноженное на 14. Если обратить внимание, здесь участвует 3 арифметические операции. Это умножение, сложение и вычитание. Да, мы можем сперва выполнять умножение, потом сложение, потом вычитание. Это нормально, но от этого мы можем именно проиграть во времени. И это может сказаться особенно негативно при поступлении в университеты или же при участвовании в олимпиадах и так далее. Вот, поэтому мы сейчас будем применять известные очень красивые формулы, которые нам помогут в решении. Но по традиции я опять-таки данное длинное выражение обозначаю буквой I. 21 умноженное на 18 минус 19 умноженное на 18 плюс 18 умноженное на 17 минус 17 умноженное на 16 плюс 16 умноженное на 15 минус 15 умноженное на 14. Имеется очень интересная формула, которая здесь нам хорошо может помочь. А умноженное на b плюс а умноженное на c равняется а как общий множитель выходит за скобку b плюс c. Вот. Это иногда в книжках пишут, что это распределительный закон сложения и умножения. Вот. Шаг первый. I мы переписываем в следующем виде. Группируем. То есть сперва группируем вот это вот следующее выражение. 21 умножить на 18 минус 19 умножить на 18. Потом второй идет группа. Следующая группа это 18 на 17, 17 на 16. Перед скобками мы будем ставить плюс, потому что когда мы избавляемся от скобок, знаки остаются прежними. И, наконец-то, третья группа это
А теперь для каждой группы будем применять следующую формулу. Очевидно, здесь в данном случае за скобку мы будем выносить 18. Тогда это будет 21 минус 19. Из второй группы будем выносить за скобку 17. И, наконец, из третьей группы за скобку будем выносить 15. Вот, теперь можно чуть-чуть вычислять. 21 минус 19 это будет 2. 17 мы оставляем. (18 минус 16, естественно, будет 2. И плюс последнее 15 умножить на 2. Но обратите внимание, теперь данное выражение, оно более легче смотрится, более скромнее смотрится, чем исходное. Это первое. Второе. Мы опять-таки применим эту же формулу еще раз. В весе за скобку выходит вот эта вот двойка. Вот. И получается 18 плюс 17 и плюс 15. А вот теперь еще раз можем вычислять. 18 плюс 17 это 35. 35 плюс 15 это будет 50. Получается дважды 50. Ну, естественно, это будет 100. Ответ 100. Я еще хотел бы остановиться на этом примере, дорогие мои. Обратите внимание, математика, она дает нам такие мощные инструменты, которые позволяют нам избегать сложных рутинных вычислений, где мы можем допустить ошибки. Вероятность очень высокая. Чтобы не допускать ошибок, но идти очень быстро и легко, не утомляясь, лучше всегда пользоваться известными фактами, доказанными фактами, при этом еще раз подчеркиваю. И вот обратите внимание, здесь я всего-то вычислил где? Здесь я вычислял. И вот здесь я вычислил. В остальных местах я просто менял преобразование делал. Поэтому математика это можно назвать, как бы сказать, инструментом, который нам позволяет делать вычисления более проще, более легче. Вот. Это первое. Еще я хотел бы поделиться из своего опыта следующим. Если вы обратили внимание с первого примера по последний, когда я что-то пишу, я сперва проговариваю, а потом я пишу. Это очень важно. Это старая школа, меня так обучали мои учителя. И вот, когда мы это так делаем, когда мы говорим, а потом мы пишем, это наш язык задает темп. Насколько мы быстро или же медленно будем писать. Это первое. Но еще из своего опыта я для себя открыл, что когда мы проговариваем, а потом пишем, если мы допускаем какие-то ошибки, язык может это быстренько остановить. Поэтому вероятность допущения ошибок в разы снижается. Поэтому я вам рекомендую, дорогие мои ученики, использовать этот прием. Я его, шутя, называю шалтай-болтай. Я надеюсь, что все то, что я сегодня объяснил вам, было для вас понятно. Если будут какие-то вопросы, вы можете мне написать. Я постараюсь вам ответить. Спасибо большое за внимание. Привет! Меня зовут Фархад. Если тебе понравилось мое видео, подпишись на мой канал и поставь лайк. Я буду очень признателен.